Объединенный институт ядерных исследований в 19-й раз организовал в Дубне конференцию «Наука, философия и религия». Ученые, философы и богословы обсуждали развитие России в 21 веке, взаимодействие научного и религиозного начал. Заслуженный профессор Московской духовной академии и семинарии Алексей Осипов – постоянный участник конференции. Он всегда концентрирует внимание на самом главном – на том, что должно быть постоянно в центре внимания при обсуждении многих проблем современности. Профессор призывает искать причины, а не только обсуждать следствие. И на этот раз, когда речь зашла о том, как расправлялись с людьми других убеждений в недалеком прошлом, о репрессиях, которым были подвергнуты священнослужители в 20 веке, профессор сказал: «Мы почти не обращаем внимания на то, каковы истоки, какова была причина происходящих тогда ужасов, которые начались с 1917 года. Если мы не дадим настоящего анализа, то нам трудно будет избежать повторения подобных вещей». Не будем уж очень вот так, знаете, успокаиваться. Как хорошо, слава Богу, 70 лет прошло. И теперь будем жить, творить и развиваться. Так ли это? Это вопрос, конечно. И, по-моему, странно, что этим не занимаемся. Мы говорим о каких-то следствиях, о каких-то фактах. Но самый главный вопрос остается, в общем-то, вне поля зрения. Алексей Ильич Осипов сделал акцент на слове «духовность», назвав это самым важным понятием в оценке происходившего. Это проблема, которая должна быть постоянно центром внимания, ибо именно здесь коренятся все причины и все следствия, которые могут иметь место в той проблеме, которая обозначена на настоящий день. Это развитие России, подчеркнул заслуженный профессор Московской духовной академии. Что же такое духовность? Духовность, значит, она в первую очередь касается состояния души человеческой. Какие свойства этой души? Вот, например, апостол Павел пишет: плод духовный есть, называет, любовь, радость, мир, долготерпение, благость ко всем, милосердие, кротость, воздержание и так далее. Видите, какие свойства он называет в качестве наиболее существенных. То есть духовность касается не внешней просто стороны поведения, даже не нравственности, вы слышите, даже не нравственности как характеристики, повторяю, внешней стороны жизни человека, а именно состояние души. Нравственным я могу быть очень, это не так сложно, я если никого не убиваю, не граблю, не ворую, не нарушаю законов, я и нравственный человек. А духовность говорит: а тщеславие у тебя есть, а гордыня есть, а зависть есть, а самомнение есть и так далее. Вот, то есть духовность касается внутреннего содержания нашей души по образу и подобию Божию. Тема конференции – взаимодействие научного и религиозного начал. Где же точки соприкосновения науки и религии? Наука копается вот в этой материи, а религия копается в душе человеческой, в духе. То есть религия призывает человека приблизиться к Богу. Через уподобление Ему мы приближаемся к Нему. Наука изучает только материю и просто показывает, насколько потрясающе сложен этот мир, насколько он совершенен, насколько он прекрасен. Исследователь говорит о чем? Призывает наш ум думать о чем? Откуда это? Кто же тот, кто создал это? То есть наука через это может что? Поставить перед человеком вопрос поставить о том, кто же источник всей этой красоты и целесообразности, и закономерности. И изучая поэтому, не пора ли обратиться к источнику, изучая это все. Вот здесь, пожалуй, мы найдем наиболее состыковку науки и религии. Через познание этого мира обращаться к Богу. Ученые, богословы и философы говорят о законах научных и духовных. Конференция проводится при активном участии Научного совета по религиозно-социальным исследованиям РАН, Московской православной духовной академии, Московского государственного университета имени Ломоносова, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета,
Института философии Российской академии наук. Философия, то есть размышление. Размышление какое? Которое стремится в конечном счете к чему? К познанию того, где же она, София, мудрость это, филео, люблю. Где это мудрость? То есть стремление к мудрости. Опять-таки стремление к чему? К познанию сути вещей. И кто же является сутью вещей? Вообще все философы, как правило, в конечном счете, приходили, каждый на своем, конечно, уровне, но приходили или к признанию высшего интеллекта, или к признанию высшего разума, или к признанию высшей справедливости, или к признанию высшего Творца. Наконец, христианство открыло нечто беспрецедентное, чего никогда не было в истории, сказала, что этот источник есть не разум, не справедливость, не правда, не милосердие, точнее, не просто все они, а есть нечто превосходящее. Этот источник есть любовь. Беспрецедентное, я бы сказал, открытие в общей мировой религиозной мысли. Не было такого. Самое высшее, что было, Бог – это справедливость, это разум. Христианство говорит, нет. Это не высшее, это следствие. Это следствие. А высшим, окончательным и совершенным является любовь. А если мы сказали, что Бог есть любовь, следовательно, сказали ничто иное, как прямо заявили, что абсолютным законом нашего бытия, и в первую очередь человеческого и всего бытия, абсолютным этим законом является любовь. Отсюда следствие. Любое деяние, противоречащее любви, равносильно тому же деянию, которое мы совершим, прыгая со 2-го, 3-го, 5-го или 10-го этажа. Нельзя нарушать законы. И любовь – это абсолютный закон бытия. В России всегда ищут основополагающую идею, путь, по которому следует идти. Святая Русь появилась потому, что издавна святость для русского народа была общенациональным идеалом. Когда мы приняли христианство, да, она была, кажется, как идея. Но, понимаете, сколько оказалось противоречащих ей линий. Во-первых, язычество, оно же все время решито протестовало. Язычество на чем стояло? На силе, на власти, в конце концов, на справедливости, на разумности, а тут вдруг любовь. Даже подчас и не понимали, что любовь-то это разумная, а не безумная. Любовь состоит в том, чтобы аппендикс удалить, а не давать болеутоляющую таблетку. Да. Но, тем не менее, да, все-таки эта идея была принята нашим народом в какой-то степени, и мы видим очень много святых людей, которые осуществляли эту идею в своей личной жизни, устроили потом целые даже монастыри, которые вообще ставили своей целью именно это осуществление. Но в человеческом мире ничто не прочно, ничто не вечно под луной. И сами монастыри превратились просто в общины. И постепенно там согласна сама идея даже духовности. И, как уже писал в XIX веке Игнатий Брянчанинов, что уже трудно найти монастырь, в котором бы даже еще помнили о том, что главным деланием монаха является умное делание. А теперь спросите, вам, наверное, еще не ответят, что такое умное делание. А если ответят, скажут, отстаньте вы своим умным деланием. Мне там нужно и так далее. Вот в чем дело. Да, так что было. Но, скажу вам, самое замечательное, может, что еще самое главное, самое обнадеживающее заключается в том, что еще эта идея вот этой духовности еще живет в нашем народе, еще не угасла. Спасибо, Владимир Алексеевич. Прежде всего, мне хотелось бы выразить большое положительное чувство в связи только с тем, что сейчас я услышал.
с трех сторон. От вас, Кременция Владимира Ивановича и от вас, Николая Юрьевича. В общем-то, надо сказать, что все эти три выступления своего рода являлись символом той конференции, которая именуется у нас «Наука, философия и религия». Особенно на меня, конечно, произвело впечатление то, что сказал Николай Юрьевич, о том, как расправлялись с людьми других убеждений не столь далеком прошлом. Мне кажется, что не стоит строить особенно радужных надежд на то, что уж теперь-то этого не будет. Знаете, когда врачи исследуют больного, то они ищут корни и причины, как могло произойти вот это заболевание, откуда, каковы истоки. Но мне кажется, что мы почти не обращаем внимания на то, каковы были истоки, какая коренная причина была происходящих тех ужасов, другого слова я просто не нахожу, тех ужасов, которые начались с 17 года и продолжались десятилетия. Каковы эти причины? Откуда истоки? Если мы этого не будем знать, если не дадим действительно настоящего анализа, то нам трудно будет, мне кажется, избежать повторения подобных вещей. Не будем уж очень, так знаете, успокаиваться. Как хорошо, слава Богу, 70 лет прошло. И теперь будем жить, творить и развиваться. Так ли это? Это вопрос, конечно. И, по-моему, странно, что этим не занимаемся. Мы говорим о каких-то следствиях, о каких-то фактах. Но самый главный вопрос остается, в общем-то, вне поля зрения. Даже в сочетании, я бы сказал, наивысшем сочетании культурного развития нашей страны, да и вообще в них, как наука, философия и религия. Мы, конечно же, здесь ясно понимаем, какой проблемы мы здесь касаемся. Есть слово, которое объединяет все эти три вещи. Слово, которое отражает характер развития, методологию и возможные последствия развития всех этих трех ветвей. Это слово духовность. Что это такое? У нас как-то была даже конференция, мы даже говорили об этом. Но раз о таких вещах можно просто так сказать. Это, по-моему, проблема, которая должна быть постоянным центром нашего внимания. Ибо именно здесь и коренятся и все причины, и все возможные следствия, которые могут иметь место в той проблеме, которая обозначена, в частности, и на настоящий день. Развитие России. Ну что, желаю успеха и этой нашей конференции. Вы знаете, что, может быть, действительно нам как-то какую-то провести, может быть, следующую конференцию, действительно на тему, я формулирую не тему, а идею, о том, каким образом и что для этого нужно, чтобы действительно церковь, допустим, Русской Православной Церкви и наука могли вместе что-то делать, во-первых, конкретная цель, какие для этого средства с каждой стороны должны быть предприняты для достижения этой цели. Но действительно, мы очень по-разному представляем очень многие вопросы, углубляемся в детали, какие-то конкретные факты. А ведь как было бы важно решить фундаментальные эти вопросы, в принципе, что мы можем делать, что для этого надо, что для этого нужно со стороны науки, что со стороны церкви. Это второе, я бы хотел сказать еще. Не нужно смешивать двух реальностей, которые различны все-таки. Одно дело церковь, другое дело
церковь организации, то есть институция. Это совсем разные же вещи. Тут много людей, которые где угодно работают и трудятся. Они все в церкви. И они все составляют церковь. И совсем другое – церковь-организация, где своя структура, свои иерархии, свои чиновники и так далее. И очень печально, когда эти два понятия, которые, как видите, насколько различны, вдруг отождествляются. Но как отождествляются? Оказывается, если со стороны организации церковной сказано то-то и то-то, то это воспринимается как вид церкви. Верно, это может так, и так и должно было быть. Но раз мы не знаем истории сколько угодно, когда это было прямое противопоставление. Да. Запад, посмотрите, во что превратился. Христианский Запад. Это церковь, да? Когда там исказили до, я не знаю, до безумия подчас исказили самые основные христианские истины, основополагающие. Это церковь, окажут христиане, все организации. Возьмите католическую церковь. Гигантская организация, перед которой все православие вместе взято, и все православные церкви. Это, знаете, моська перед слоном. Не надо смешивать организацию церковную и церковь как таковую. А как таковая церковь, это уже вопрос куда более серьезный. Кто принадлежит и какой имеет право, и какую возможность действительно говорить и предлагать и так далее.